Привет. Я Фидель из инфогруппы АШС. Наша операция против агентуры Лукашенко продолжается. Азаров отсиживается в Киеве. Там сегодня есть для него крыша. А у ГРУ большие проблемы. От провала Азарова они понесли серьезные потери. Ряд сотрудников пострадал, в том числе и уже бывший шеф белорусского ГРУ Руслан Косыгин. Он был с почетом отправлен на пенсию. Пенсия была выбрана для маскировки провала. Он руководил ГРУ всего 3 года, но сколько горя он принес в белорусские семьи. Наша оппозиция – это операция «Трест». Поэтому Лукашенко говорит, что мы безумцы, и оппозиция нас кинет. Мы выиграли этот бой, но поздравлять нас еще рано. Операция АШС по противодействию агентуре Лукашенко в оппозиции продолжает свое развитие. Мы должны вычистить эти авгиевые конюшни, чтобы никто традиционно не ударил в спину в решающий момент. И выхода у нас нет. Беларусь будет свободным, развитым современным государством. Мы не потеряем наш шанс, который выпал нам в перелом эпох. Сегодня я планирую продолжить рассказ о внедрении в ряды оппозиции агента, опорная подготовка которого позволила нам сорвать операцию белорусских спецслужб и провести комплекс мер по противодействию политическому саботажу. Это спасет многих активистов. В предыдущей серии мы остановились на том, как Азаров, пройдя подготовку в ГРУ, ожидал внедрения в Академии МВД. И вот с началом событий 2020 года он начал действовать. В октябре 2020-го он написал на почту только что созданную организацию «Байпол». Как вспоминает те дни создатель организации Андрей Остапович. У Александра Азарова был огромный опыт. Он представлялся подполковником, преподавателем Академии МВД со стажем более 20 лет. Про Губопик он изначально вообще ничего не говорил. Естественно, такому человеку я не отказал. У нас на тот момент Игорь Лубан был майором, я капитан, отработавший меньше 5,5 лет, лейтенант Матвей Куплейчик, который отработал 3 года, и Владимир Жигерь, который отработал всего 1,5. Мне надо было усиливать организацию более авторитетными людьми. Так появился Азаров. Он сказал, что приедет и посмотрит, получится у нас что-нибудь или нет. Повторил он это не один раз. Этого не отрицает даже нынешний состав Байпол. Он даже семью вначале не перевозил. Все остальные, у кого были семьи, вывезли их. Интересно. Он мотался туда и обратно, но это не насторожило доблестных сыщиков Байпол. Но было видно, что Азаров наконец вырвался на простор. Придя в Байпол, Азаров вначале не отмечал свою связь с Губопик, говоря, что преподавал в академии, а впоследствии говорил, что его уволили за то, что он старался работать с международной повесткой, ездить на международные мероприятия. Какой-либо важной информации Азаров не привез. Вместо этого активно сливал своих недругов в системе МВД, выдавая компрометирующие их факты. А также раскрыл некоторую не самую критичную информацию о деятельности Губопик. Эти данные использовались для развития информационных каналов Байпол. И Азаров шел на повышение ставок. Вначале он инициировал внутри организации атаки на Остаповича, чтобы вызвать злость остальных сотрудников к нему и получить организацию под себя. Он подначивал типовать Остаповича за то, что в СМИ его часто представляли как руководителя Байпол, хотя он был только представителем этого НКО. Вины Остаповича в этом не было. Но это был подходящий повод для реализации нужного Азарову сценария. Объясню. Централизация процессов является обычной задачей в работе по взятию под контроль организации со стороны специальных служб. Кстати, именно поэтому Добровольский и Лебедько практически каждые выборы так ратуют за любую форму единого кандидата. Как, впрочем, и остальная агентура. Одним управлять проще. К сожалению, мы еще имеем мало опыта в построении реально свободного общества. И поэтому не понимаем, что для общественных организаций централизация не является необходимой. Она делает структуру общественной организации более уязвимой к разрушению и внешнему влиянию. 4, в том числе Лобан и Куплейчик, обвинили Остаповича в работе на КГБ по надуманному поводу без доказательств, потребовав его ухода. Как вспоминает Остапович в своем интервью. Перед началом всех попросили положить телефоны в коробку. Объяснили это необходимостью сохранения ситуации в тайне. Я доверял этим людям, никаких подозрений у меня не возникло. Поэтому положил телефоны и коробку с ними вынесли из комнаты, где проходила встреча. Куплейчик и Лупоносов также вышли из этой комнаты и вернулись только через полчаса. Мы начали беседовать. Я думал, что будет примирение. Но меня стали обвинять в том, что я агент КГБ.
Остапович решил не бороться с захватом организации и добровольно ушел из нее. Захват организации был завершен. А Азаров продолжил наращивать успех. Подключение к Тихановской и Байсол и до этого собранные ресурсы давали неплохую базу. Совместно с Лобоносовым они создали юридическое тело организации и наняли туда остальных членов. И замечу, это не я принял решение. Все говорят, что Азаров там Азаров. Это совет учредителей. А сколько в совете учредителей? 2 человека, я и Лупоносов. Окей. Они управляли организацией, где остальные члены были теперь просто служащими. Все было под контролем. Дальше больше. Открытие фонда вместе с женой для сбора грантов. Прикрытие планов Пирамуга, развитие контактной сети, и не только фоточками с чиновниками. Он приложил усилия и попал на обучение во Францию. И даже успел закончить там обучение и получить первоначальную контактную сеть до того, как был раскрыт. Это очень важное для белорусского ГРУ направление. Чтобы прикрыть свои провалы, Азаров ввел прохождение полиграфа для активистов структур Тихановской. Это тоже была операция против активистов протеста. Полиграфолог Сергей Маликов приезжал к Азарову для работы в Польшу и Литве из Беларуси и возвращался обратно. Мало того, он еще и бизнес вел в Беларуси без всяких проблем. Причина? Известный факт, что все полиграфологи в Беларуси сотрудничают с органами. Таким образом, полиграфолог Сергей Маликов тоже сотрудничает с белорусскими органами, и нам это известно. Прикрываясь полиграфологом, Азаров нападал на опасных для себя активистов и защищался от критики своих действий. Как рассказывает наш источник о Маликове, Он начал с того, что задал контрольные вопросы, на которые я должен был солгать, причем на камеру. Задал вопрос, работаю ли я на спецслужбы Беларуси. Естественно, я солгал «да». оппозиция сама сдала себя властям. Сама сдала компромат на себя. Азаров – это большая история, и мы продолжим рассказывать ее дальше. А пока бывший шеф ГРУ привыкает к роли пенсионера. А агент Азаров, пользуясь обычным бардаком европейской безопасности и прикрытием партнеров офиса Тихановской, мечется вокруг Беларуси, пытаясь удержаться от возвращения из командировки любой ценой. Зря. В следующей серии мы изучим одну из самых больших каверс Азарова – план Пирамуга. Эта активность Азарова является планом спецслужб. А пока работаем дальше. Мы победим.